Привет, это Добрый Друг, и сегодня мы поговорим об объективе китайской компании Venus Optic Laowa 24 мм с максимальной диафрагмой 14. Года 3 назад я снимал рекламу для пивного бара, и нужно было снять кадр. Верхняя точка съемки, на барной стойке стоит кружка, и в нее из бутылки наливается пиво. Я вооружился макросоткой, но у меня ничего не получилось, глубины резкости не хватало. И тогда я задумался, как в большой рекламе достигается большая глубина резкости. И Google подсказал мне, что для решения этих задач существует специальная группа линз. В англоязычной терминологии они называются шноркель, то есть трубка. Существует решение от разных компаний, например, Panavision, T-Rex, Inavision Optics, Optex, Robasta Lens. Но, во-первых, они слишком дороги, а во-вторых, они заточены под кинокамеры, то есть у них байонет PL, они много весят, требуют обслуживания. И в итоге я наткнулся на анонс объектива Laowa, сделал предзаказ на Кикстартере. Как только я получил этот объектив и начал снимать обзор, я выложил фотографию бэкстейджа в Instagram, кстати, подписывайтесь. И один мой знакомый прокомментировал: это что, тот самый проникающий объектив? Не знаю, я им еще никуда не проникал, но в целом это возможно. Длина объектива 40 сантиметров, диаметр передней линзы всего 2 сантиметра, и вот эта часть водонепроницаемая. А чтобы подсвечивать самые темные уголки, китайцы сделали на передней линзе светодиодное кольцо. Его яркостью можно управлять с помощью контроллера, который идет в комплекте. Он подключается через микро-USB разъем к телу линзы, и на нем есть переключатель. Но надо отметить, что индекс светопередачи у светодиодов низкий, порядка 80. Я видел два независимых друг от друга теста, и данные примерно сходятся. Также следует сказать, что объектив выпускается в двух версиях. Это Sign-версия и фотоверсия. Фотоверсия выпускается с байонетами для Canon, Nikon, Pentax и Sony EF. Киноверсия выпускается с байонетами Canon и Arri PL. По информации от производителя, на киноверсии плавная регулировка кольца диафрагмы. Но, как мы видим, тут тоже регулировка плавная, открывается и закрывается одним движением. Второе, то, что на кольцах фокуса и диафрагмы существуют зубчики для follow фокуса. Не знаю, стоит ли за это переплачивать $200. Если говорить о макросъемке, то увеличение объектива 2 к 1, то есть объект будет проецироваться на матрицу с увеличением в 2 раза. Угол поля зрения объектива 84 градуса. Для сравнения, у макросотки от Canon угол зрения 20 градусов. То есть на Laowa вы будете захватывать намного больше окружающей среды. И в целом из-за широкого угла обзора и из-за большой глубины резкости возникает ощущение, что ты на коптере летаешь вокруг гигантских предметов. Большая глубина резкости — это одна из отличительных фишек этого объектива от других макрообъективов. Объектив резкий. У меня были опасения на этот счет, потому что это объектив от неизвестной для меня китайской компании, и фотографии, которые тестовые были, низкого разрешения. Мои опасения не подтвердились, резкости здесь очень много, то есть ее достаточно и по центру, и на краях. Я пользовался этим объективом
всего несколько недель, было порядка 4-5 полных съемочных дней, но некоторые минусы мне уже сейчас бросились в глаза. Первое, вы можете это увидеть и на съемках Миры, и если приглядеться просто на футажах, у этого объектива сильная бочкообразная дисторсия. Картинку он разваливает очень сильно, например, при ракурсных съемках. Вторая проблема – это съемка в контровом свете. Объектив сильно ловит флюхи, и они неприятные, они даже какое-то ощущение, что подкрашиваются в какой-то желтый цвет. То есть в контровом свете надо снимать осторожно. Третья претензия носит, конечно, субъективный характер, но о ней надо сказать. Если объектив можно назвать четким, резким, эффектным, но красивого оптического рисунка у этого объектива нет. Зона нерезкости выглядит неряшливо. Возникает ощущение, что объектив просто софтит. Причем это зависит от расстояния предмета до зоны резкости, скажем так. То есть где-то на границе резкости и нерезкости объектив начинает такое ощущение, что софтить, и вот эта область, она очень неряшливая и некрасивая. Но надо как-то с этим жить. Также я хочу отметить проблемы, которые не относятся непосредственно к объективу, но могут возникнуть у вас после его покупки. Первое. Объективу надо много света. Максимальная диафрагма объектива 14, закрыть вы можете до 40. Мой домашний комплект для съемки предметки и еды — это отражатель, это 1 киловатт галогенный, это 650 с линзой Френеля и Dedic DLH4. И раньше мне практически для всех моих задач этого комплекта хватало. Но теперь понятно, что придется докупать еще какие-то приборы. Вторая проблема, о которой нужно подумать заранее, это системы стабилизации. Вы, наверное, обратили внимание, что на многих тестовых видео картинка дерганая, с рывками. То есть объектив никакой вибрации лишней, никакой тряски не прощает. То есть вам нужен хороший слайдер, хороший штатив. Не должно быть вибрации от мотора. Если уж говорить о системах стабилизации, то и снимаемый объект тоже должен быть стабилен. Есть кадры в сети, где снимают каких-то насекомых на листике, например, и там все очень сильно трясется. Также, если вы снимаете еду и какое-то с ней взаимодействие, то сам стол должен быть монолитный. Третий момент – это чистка матрицы. Когда мы снимаем на длиннофокусную, светосильную оптику, все микроскопические пылинки, брызги, они просто уходят в зону нерезкости. Но как только начинаешь снимать на макрообъектив с максимальной диафрагмой 14, то вся грязь с матрицы лезет на ваше видео. Я первый раз одел этот объектив, господи, там 4, 5, 6 точек, просто изображение было сразу бракованное. Ко мне приехал товарищ, мы 4 швабры потратили, таких еле как это все оттерли. И самое удивительное, что я съездил потом на пару съемок, там я, естественно, менял объективы, начал снимать тест Лаовы и, блин, опять какие-то точки, опять какие-то косяки. То есть самыми разными швабрами запас, и вам придется сделать то же самое. Четвертый момент, который я уже упоминал ранее. На этот объектив нельзя прикрутить светофильтры. Если вы привыкли снимать с поляризационным фильтром, или же если вы хотите бленду какую-то прикрутить, то у вас не получится, резьбы нет вообще никакой. И пятый момент – это транспортировка. В комплекте с объективом идет вот такой вот мягкий чехол, это такой вот жесткий кофр. Но что мягкий чехол, что кофр, они неудобны в транспортировке. То есть этот объектив, он не влезет в обычные фоторюкзаки, кофр тоже никуда не помещается, его приходится носить либо просто в руках, либо ходить с простым рюкзаком в него, убирать кофр. Скорее всего, объектив вы будете носить отдельно от своей основной сумки.
подведем промежуточные итоги, так как я не слишком долго пользовался этим объективом, но свое мнение о нем я уже составил. Laowa 24 мм макро объектив — это линза для тех, кто знает, зачем она нужна. Если он просто произвел на вас какое-то впечатление, то вау-эффект проходит быстро, а объектив остается. Применения, кроме макро, у него нет. Как только объектив попал мне в руки, я его накрутил на камеру и просто ходил по дому и смотрел на предметы. Они выглядят как-то необычно. Это, конечно, круто, но после того, как я отсмотрел материал с 3 съемок и начал думать, как я его смогу смонтировать, возникло ощущение, что я просто 3 дня летал на коптере или 3 дня снимал на GoPro. То есть это ширик. То, что он макроширик, это не меняет сути. Этот объектив для того, чтобы эффектно снять предметы, крупно снять предметы в резкости. Но это узкий инструмент. В нем нет какой-то красоты, а есть бесконечный вау-эффект. Повторюсь, если вы знаете, как вы будете использовать этот объектив, если вы ощущали какую-то в нем необходимость, если вы знаете, как вы будете его применять, то это супер, берите. Но как универсальный макрообъектив я бы взял все-таки какую-нибудь 100 от Canon, например. То есть на нее можно и портреты снимать, и что угодно. Что я хочу сказать в итоге: подписывайтесь на канал, дальше будет много интересных видео. Расскажу вам что-нибудь о работе оператора в корпоративном кино, о съемке рекламы на коленке, о съемках художественных фильмов в провинции. Погрустим о российской действительности. Пока.